Взгляните на этот город. Их тысячи. В каждом смартфоне, в каждом автомобиле. Мы считаем их полезными компонентами. Мы доверяем им наши схемы. Но что, если этот крошечный кусок керамики не друг? Что, если мы своими руками заложили в фундамент мину замедленного действия? Всем привет! С вами Библиотека инженера. И в этом выпуске мы выясним самые темные секреты MLCC – многослойного керамического конденсатора. И сразу маленькая, но важная оговорка. Мы сегодня не будем говорить про аристократов. Стабильный класс 1, C0G. С ними все в порядке, они скучные. Наш выпуск посвящен только классу 2, X7R, X5R, потому что весь сок, вся драма и все призраки живут именно там, и в основном в СМД-исполнении. И начнем с самой ожидаемой проблемы из-за физики сигнитоэлектриков. Поехали. Глава номер 1. Бумажный конденсатор. Многие прошли через это. По вашим расчетам, надо использовать 10 микрофарад. Находите конденсатор в даташике, которого написано 10 микрофарад. Вы покупаете этот конденсатор 10 микрофарад. А знаете, сколько получаете в реальной схеме? Примерно 3. Да, 3-4 микрофарада. Остальная емкость ушла. Вернее, ее увел эффект DC Bias. И, конечно же, ваш LDO, которому по расчету нужно 10 микрофарад для стабильности, начинает осциллировать, а вы подозрительно смотрите на микросхему. Как вам, а? Оцените, каков момент. И знаете, что самое обидное? Размер. Вы думаете, возьму 10 микрофарад в 0,805, а не в 12,06. Сэкономлю место. А вот и нет. Вы только что приняли ошибочное решение. 10 микрофарад в 0,805 потеряет емкость гораздо сильнее, чем те же 10 микрофарад в 12,06 при том же вольтаже. Почему? Да потому что в маленьком корпусе, чтобы упаковать 10 микрофарад, делают слои диэлектрика тоньше, а напряженность поля, та, которая вольт на метр, там выше. Физика. Ну ладно. Вы вполне опытный инженер. Вы учли DC-биас, и вы взяли 22 микрофарада. Но ваш конденсатор все равно теряет емкость. Он просто состарится. Буквально через 1000 часов. Глава номер 2. Старение конденсатора. Как емкость утекает вместе со временем. А вот и ловушка вторая. Это старение. Нет, не ваша, а конденсатора. Емкость с диэлектриком класса 2 предсказуемо падает со временем. И нет, это не дефект. Это встроенная функция того самого материала, титаната бария, из которого они и сделаны. Ваша схема, идеально работавшая после сборки, уплывает в полевых условиях. Но это не самое страшное, потому что это теперь кошмар инженера по ремонту. Процесс старения обратим. Нагрев выше точки Кюри, 125 градусов Цельсия, омолаживает конденсатор, сбрасывая часы на ноль. Понимаете, к чему я? Инженер по ремонту берет вашу уплывшую плату, выпаивает подозрительный MLCC, нагревая его паяльником, измеряет, а он исправен, емкость в норме, дефект исчез. Он торжественно объявляет, неисправность не найдена. Ставит конденсатор обратно, и через 1000 часов все повторяется. Мы только что коснулись дефекта призрака. Но прежде чем мы погрузимся еще глубже в омут проблем, послушайте. Так может звучать ваша плата. Поющие конденсаторы — акустический кошмар. Тот же самый титанат бария — это сильный пьезоэлектрик. Подаете на него грязное напряжение от импульсного преобразователя, он начинает физически вибрировать, сжиматься и расширяться. Сам-то он тихий, его не слышно, но он жестко припаян к плате. А плата — это что такое? Правильно, диффузор, как у динамика. И вот вся ваша сборка начинает издавать высокочастотный писк.
Писк сам по себе неприятен, но это же не все. Это же и механическая вибрация. А что такое MLCC? Да-да, это хрупкая керамика. Вы сами создаете вибрацию, которая его постепенно и неотвратимо разрушит. Было бы здорово, если бы сюрпризы закончились, но нет. Теперь обратный процесс. Конденсатор не поет, он внимательно слушает. Конденсатор-шпион — это обратный пьезоэффект. Теперь внешняя механическая вибрация, например, от кулера, от удара по корпусу, от HDD, заставляет MLCC генерировать электрический сигнал. Думаете, ерунда, микровольты, кто их заметит? А вот и нет, реальный кейс из жизни. Разработчики слышат отчетливый шум работающего жесткого диска в микрофонном усилителе, когда сам микрофон физически отключен. Озадаченные они начинают искать и находят развязывающий MLCC на входе усилителя. Он был в высокоимпедансной цепи. Он поймал вибрацию корпуса и инжектировал ее в вашу суперчувствительную схему. Но для вас это уже не страшно. Вы предупреждены и будете начеку. Мы говорим про шумы, но есть кое-что похуже. Одна из основных причин отказов MLCC — это механика. И это происходит на производстве каждый день. Тихий убийца. Трещина от изгиба. Это кульминация. Это ловушка флекс-крэк или трещина от изгиба. Причина отказа MLCC номер 1. Забудьте все, что было до этого. Вот это ваш главный враг. Керамика хрупкая. Выгибание платы при депанализации, когда вы их по Викот ломаете из панелей, тестирование на кровати гвоздей, закручивание винта рядом с конденсатором — все это может создать микротрещину. Она почти всегда невидима невооруженным глазом. Она прячется под выводом. И если она пересекает несколько внутренних электродов, это короткое замыкание. А короткое замыкание на шине питания — это всегда очень неприятно. Но знаете что? Короткое замыкание — это иногда лучший исход, если ничего не загорелось. Вы хотя бы его сразу найдете. Настоящий кошмар — это когда трещина не замыкает. Она просто ждет. Ждет влаги и очень низкого напряжения. Глава 6. Бомба замедленного действия. Отказ при низком напряжении. LVF. Ага, вот и добрались до ловушки. Бомба замедленного действия. Это самый контринтуитивный отказ, который можно представить. Чтобы это произошло, нам нужна вот эта троица. Первое — это микротрещина. Второе — это влага, то есть просто конденсат из воздуха, который попадает в трещину. И низкое напряжение. Да, 1,5 вольта, даже 0,4 вольта, и это 3. Что происходит? Химия, точнее электрохимия. Напряжение запускает электрохимическую миграцию. Металлический дендрит начинает расти внутри трещины, используя влагу как электролит. Он растет, растет и замыкает электроды. А теперь апогей. Дендрит замыкает цепь. Ток короткого замыкания, проходя через эту тонюсенькую металлическую нить, испаряет ее. Короткое замыкание исчезает. Схема работает, но влага и напряжение на месте. И дендрит начинает расти снова. Вы получаете случайные, плавающие отказы, которые сводят вас с ума и которые невозможно отловить. Глава 7. Парадокс наблюдателя. Диагностический апокалипсис. Мы смотрим на все предыдущие проблемы и упираемся в тупик. Назовем это диагностическим апокалипсисом. Или, если хотите красивее, то парадокс наблюдателя. В квантовой физике есть принцип. Сам факт наблюдения за частицей меняет ее свойства. В мире MLCC это работает буквально. Все отказы, о которых мы говорили, старение, трещины, LVF, объединяет одно свойство.
Они самоуничтожаются, как только вы пытаетесь их найти. Вы, инженер по ремонту, своим инструментом стираете улики преступления. Сценарий 1. ЛВФ. У вас плавающий отказ. Ваше действие – нагрев. Результат – нагрев моментально выпаривает влагу из трещины. Электролит исчез. Дендрит разрушен. Утечка прекратилась. Вы смотрите в тепловизор – все чисто. Сценарий 2. Старение. У вас схема уплыла по частоте. Вы решаете проверить емкость конденсатора. Вы его выпаиваете. Ваше действие – нагрев паяльником до 300 градусов Цельсия. Вы только что омолодили чип, сбросив его старение в ноль. Вы ставите его в LCR-метр, он идеален. Сценарий 3. Механика. У вас растет дендрит в трещине. Вы тыкаете в него щупом мультиметра, чтобы измерить сопротивление. Ваше действие – механическое давление. Результат – хрупкий дендрит механически ломается от вибраций. Короткое замыкание исчезает прямо под вашими руками. Вы измеряете, компонент исправно. Вы объявляете, неисправность не найдена. Вы возвращаете плату клиенту. А со временем влага вернется, диэлектрик состарится, и все повторится. В этом и есть парадокс. Чтобы найти неисправность, вы должны ее коснуться, но, касаясь, вы ее исправляете. Но временно. Глава 8. Новая угроза. DC Bias Aging. Думаете, это все? Как бы не так. Если вы дошли до этого момента, обязательно нажмите лайк. Потому что есть новая угроза. То, о чем действительно молчат даташиты. Да, это DC Bias Aging. Это не просто DC Bias и не просто старение. Они объединяются, и эффект синергетический. Это больше, чем сумма эффектов. Инженеры одного проекта сделали расчеты на худший случай, учли DC Bias, учли старение, но емкость упала еще ниже, чем предсказывал самый пессимистичный расчет. Производители MLCC не давали этих графиков. Это значит, что все ваши расчеты на худший случай, вероятно, неверны. Чек-лист. Итак, что делать со всем этим? Это паранойя или профессионализм? Давайте назовем это чек-листом выжившего инженера. Первое. Проектирование. Пересматриваем отношение к номиналам в даташитах. Для всего критичного фильтры, аналоговые цепи используйте только класс 1. Они параэлектрики, они стабильны как скала. Для всего остального используйте специальные калькуляторы, чтобы увидеть реальную емкость под вашим напряжением. Второе. Производство. Риск короткого замыкания – это не шутка. Для силовых цепей и всего, что может загореться, используйте компоненты с технологией гибких выводов. Это может спасти ваше устройство и вашу репутацию. Третье. Ремонт. И это самое важное. Заведите строгое правило для себя. Никогда не устанавливайте MLCC паяльником без предварительного нагрева всей платы до 150 градусов. Вы его убиваете термическим шоком. И второе. Никогда не ставьте выпаянный MLCC обратно. Выпаял – значит выбросил. Он мертв. Он омолодился, или в нем уже есть скрытая трещина. Это не экономия, это саботаж. Кстати, все ссылки на даташиты и апноуты, а также ссылки на калькуляторы емкости, как обычно, в телеграм-канале. Это была библиотека инженера. Если этот разбор спасет хотя бы одну вашу плату от плавающего дефекта, значит, мы работали не зря. А чтобы мы работали дальше, вы знаете, что делать. Лайк, подписка, колокольчик. Напишите в комментариях, с какими призраками MLCC сталкивались вы и о каком простом компоненте сделать такой же разбор в следующий раз. До встречи!